Тысячелетиями в домах богатых и знатных людей содержались экзотические птицы и дикие звери. Не миновала эта мода и дома османских властителей, а также вельмож и купцов. Одним из самых популярных животных для потехи в Османской империи была обезьяна. Их наряжали в костюмчики, выгуливали, потешались над их ужимками и выходками, пока не настал час Х. И в одночасье обезьяны стали едва ли не проклятыми животными. Но что произошло? Правил в XVI веке султан Мурад III, внук султана Сулеймана Кануни. При Мураде и стало возможным то, что впоследствии назовут обезьяньим геноцидом. Дело в том, что сравнительно крупные виды обезьян, по словам духовенства, женщины из богатых семей держали дома вместо мужчин. Этого не смог вынести мулла Абдул-Керим Эфенди, фаворит султана, и именно он в один прекрасный день собрал сотни мужчин, перед которыми произнес гневную проповедь на тему женщин и обезьян. Толпа озверевших мужчин понеслась по улицам Стамбула, хватая и вытаскивая из клеток и домов обезьян, после чего несчастных животных вздернули на деревьях. Говорят, что в тот же день в городе не осталось ни одного дерева, на котором не висела бы обезьяна. Правда, был один просвещенный шейх по имени Шуджа, который, по легенде, спас около 200 стамбульских одомашненных обезьян. Он приказал каждому владельцу такого животного сшить для своего питомца ярко-красную шапочку и надеть на голову. Это был символический жест поддержки, как ни парадоксально, предшествующий выходке все того же Абдул-Керима Эфенди. Ранее он уговорил султана издать указ, согласно которому красные и черные головные уборы обязаны были носить в империи только не мусульмане. Указ продержался недолго, кстати, но до 200 стамбульских обезьянок в красных шапочках благополучно спаслись именно по этой причине. Владельцы обозначили их и нечеловеческую, и унизительную природу. В Османской империи многие правители были очень жестокими, причем нередко в отношении людей более слабых и которые не могли нанести большого вреда государству. Так, султан Мурад IV жестоко наказывал и даже казнил людей за нарушение его запрета на курение. Повешенному за курение табака вставлялась в рот курительная трубка, чтобы окружающие видели, за что он наказан. Множество придворных казнил Селим Явуз. Одного за другим он казнил 7 главных визирей. Не повезло и одному придворному карлику. Говорят, придворный карлик по имени Бекир однажды начал говорить при султане о том, что в ближайшем будущем султан отправится воевать. Селим Явуз строго спросил карлика, откуда ему известны такие намерения руководства. Карлик молча кивнул в сторону письма от визиря Пири Мехмеда Паши. Султан рассвирепел и велел отрубить голову карлику. Эту голову он отправил визирю с назидательным текстом: «Готовься к битве, скоро выступаем, и если будешь и впредь болтать много, твою голову ждет та же участь». Наказывали в Османской империи довольно часто публично. Это изображение, выполненное членом делегации австрийского посольства Францем Хёрманом в 1628-1629 годах, правления султана Мурада IV и его матери Кёсам Султан. Изображено наказание фалакой, кстати, использовалось длительное время и не только в Османской империи. Колодки на торговцах, увлеченных в мошеннических действиях, выглядит как надетая на шею дверь, и подвешивание на крючках преступников, совершивших серьезные преступления.